Марина сидела перед зеркалом в роскошной спальне на загородной даче, которую ее семья сняла для свадьбы. В отражении ее лицо, белое платье, прическа и макияж — все выглядело идеально. Но внутри нее было пусто и тревожно. В голове царил хаос. Мысли о том, что она, возможно, теряет свою свободу, поглощали ее. Она не могла понять, как оказалась в этом положении и почему ее жизнь вдруг стала чем-то, что она не могла контролировать. За дверью раздавались громкие шаги на каблуках, затем вошла ее мать. Уверенная, строгая женщина в элегантном платье с выражением лица, которое не предвещало ничего хорошего. Мать всегда была ее опорой и поддержкой, но сейчас она казалась совсем другой. «Время, Марина», — сказала она. «Пора». Марина вздохнула, сдерживая слезы. Этот день был ее кошмаром, и она не могла понять, как ей выйти из этого. Мать не оставляла ей выбора. «Я не могу», — прошептала девушка, опустив взгляд. «Это не моя жизнь». «Ты думаешь, у нас есть выбор?» — резко ответила мать, подойдя ближе, ее голос звучал как угроза. «Если ты не выйдешь за Максима, нас лишат всего — дома, бизнеса, даже машин. Нам будет конец. Ты понимаешь?» Марина снова почувствовала, как тяжело ей дышать. Она ощущала на себе этот груз ответственности, этот семейный долг, который сжигал ее душу. «Но я его даже не знаю», — возразила она, вскинув глаза. «Он в коме, и я не Лена». Мать сделала шаг назад. Ее лицо стало холодным, а в голосе прозвучала непреклонность. «Ты выглядишь почти как она», — холодно заметила мать. «Под фатой никто не заметит разницы. Мы договорились с его адвокатами, им важен сам факт брака. Это нужно для активации трастов и доверенностей. Тебе нужно выйти замуж. Это единственный способ спасти нас». Марина посмотрела на Фату, лежащую на стуле. В ее душе было тревожно и неуютно. «Лена просто сбежала», — сказала мать, ее глаза сверкали холодом. «В отличие от тебя, ты всегда была послушной». Стук в дверь. Марина повернулась. «Нам пора», — сказал отец, избегая ее взгляда. Он не мог встретиться с дочерью глазами, потому что знал, что все, что они делают, не имеет никакого оправдания. Марина медленно встала. Платье казалось тяжелым, как груз на ее сердце. Каждый шаг по ковровой дорожке ощущался как шаг в пропасть. Она шла к алтарю, и ее мысли крутились вокруг одной мысли. «Я выхожу замуж за мужчину, который даже не может сказать «да». Она пыталась не думать о том, что это, возможно, была ее единственная возможность обрести свободу. Но свобода стоила слишком дорого. Когда она подошла к алтарю, ее взгляд встретился с Максимом. Красивым, но неподвижным, с повязкой на голове и капельницей в руке. Вокруг стояли влиятельные гости, бизнесмены, чиновники, светские львицы. Но все это казалось ей не более чем декорацией для чужого спектакля. Музыка заиграла. Марина шла по ковровой дорожке, стараясь не дрожать. Священник зачитывал клятвы, задавал вопросы, но Марина не могла ответить ни на один из них. За нее отвечали другие. Все молчали о том, что перед ними не та невеста. Когда на палец Максима надели кольцо, Марина закрыла глаза. Она повторяла себе: «Просто переживи этот день, а дальше будет видно». Но была уверена, что ее жизнь навсегда останется на этой чужой дорожке. Не для нее были такие свадьбы. Прошел месяц. Особняк, где она теперь жила, был окутан тишиной, но Марина начала привыкать к новому статусу. Жена миллионера в коме. Она не чувствовала себя женой. Она была лишь гостьей в чужом доме и чужой жизни. Однако ее отношение к Максиму начинало меняться. Она начала приходить в его палату не по принуждению, а потому, что чувствовала странную привязанность к этому человеку, который был ее мужем.
но, по сути, оставался совершенно незнакомым. Она говорила с ним, даже когда он не мог ответить, читала книги, рассказывала о погоде, ставила тихую музыку. Она чувствовала, что что-то начинает происходить в ее душе, что-то, что раньше казалось невозможным. Однажды ночью, когда начался шторм, Марина проснулась от громких шагов и шума в коридоре. Сердце заколотилось быстрее, она выбежала босиком в халате. «Что случилось?» — воскликнула она, подбегая к двери палаты. «Он проснулся», — с удивлением сказал врач. Марина застыла, ее сердце сжалось. Она медленно вошла в палату. В тусклом свете ламп Максим сидел, опираясь на подушки. Он был бледным, ослабленным, но живым. Его глаза внимательно смотрели на нее. «Кто вы?» — прохрипел он. Его голос был тихим, но осмысленным. Марина почувствовала, как сжалось все внутри. «Я Марина, твоя жена», — ответила она, слегка дрожа. Максим нахмурился, перевел взгляд на кольцо на своем пальце и долго молчал, а потом сказал: «Странно. Я помню, как говорил с другой девушкой, но почему-то чувствую, что могу тебе доверять». Марина не знала, что ответить, и только кивнула. Это было началом чего-то нового. Прошел месяц, и Максим восстановился удивительно быстро. Уже мог передвигаться по дому, читал и занимался с врачами. Он начинал быть собой, и Марина начала видеть в нем не просто человека из своей жизни, а мужчину, который, несмотря на все, что случилось, не утратил своей человеческой сути. Она была рядом каждый день, и что-то между ними начало происходить. Он смеялся, когда она рассказывала о своих детских шалостях. Она улыбалась, когда он вспоминал смешные моменты из бизнес-встреч. Но она продолжала скрывать правду, не зная, как ему сказать. Однажды, когда они сидели на веранде и пили чай, она решилась. «Максим, мне нужно тебе кое-что сказать», — произнесла она, отложив чашку. «Я не та, за кого ты меня принял. Я не Лена. Я ее младшая сестра. Она сбежала, и меня заставили выйти за тебя ради денег. Прости, я не хотела тебя обманывать. Я думала, ты никогда не очнешься, но потом все стало иначе». Максим долго молчал, а затем почти с улыбкой произнес: «Я знаю. Я понял это еще через пару дней после пробуждения. У тебя другая энергетика. Ты настоящая. Та, с кем я разговаривал до аварии, была совсем другой». Марина была ошеломлена. Это было настолько неожиданно, что она не могла найти слов. «Почему ты ничего не сказал?» — спросила она. «Потому что хотел понять, кто ты на самом деле. И теперь знаю. Ты самая искренняя женщина, которую я когда-либо встречал», — ответил Максим. Марина не выдержала. Слезы навернулись на ее глаза. Все, что она скрывала, что она боялась потерять, оказалось неважным для него. Он видел ее настоящей, без всяких масок. Позже Максим официально аннулировал фиктивный брак и через месяц сделал ей предложение по-настоящему. Не ради статуса, а ради любви. И на этой свадьбе Марина уже не плакала от страха. Она плакала от счастья. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.